So we've just arrived on the edge of Martuni, and right now we are in the home and post of the commander of the local militia. And this home here was built in 1944, and we're right at the edge of the basically the contact line. The only part of the front line which is technically still the front line, because the Russian peacekeepers have not made it this far yet. So here there's still the militia that is guarding the front line just on the edge of the Azerbaijan-controlled territory and Artsakh and Armenian-controlled territory. And we can actually see the shells that landed right outside the window here in this field that made craters all across. But this house was able to stand. And we're going to be meeting some of the militia soldiers and finding out their stories and what the real situation here is on the last front line of the Armenian-Azerbaijan war. And right now we're going to have a meal here. We've been invited by the second in command of the militia, and it's very nice hospitality, and we feel very welcomed. 15 лет хотели геноцид сделать. Турки и азербайджанцы хотели геноцид сделать. Но это не получилось пока мы. Дальше что будет, видно будет. Бог есть. Это наша земля, наша историческая земля. Это не то, что азери или турецкий воюют. Если воюешь, иди давай завоюем автомат. А так, чтобы с воздуха там работали, и весь мир молчал. Такого нигде не было, и не должно было быть такого, этого. Как вы понимаете? Азеры смогут нас лично лицо на лицо. Они могут нас вот до такой степени довести, что на самом деле есть. Что это такое? Это не война. Это угроза, что весь мир, чтобы понял, что кто турки, кто азери, кто атапатаканы, кто их смертники. Пусть смертник идет со мной воюет. Посмотрим, кто хороший из нас. Или армянский боевик, или турецкий азербайджанский боевик. Пусть придет со мной воюет. Лицо на лицо, я их маму ебал. Сукины сыновья. Знаете, вот такое у нас, вот дядя на эмоциях, знаете, всем надо понять, он участник два войны, много, у них тоже родные. Уже третий раз я воюю с ними, с турками. Маджахидами, с маджахидами знаете, воевал. как мне объяснить это геноцид, ебал я их маму. Вот, чтобы я до конца воюбу была до смерти. Чтобы это было ясно. Если солдаты не могут себя защищать, если у них нет такого, чтобы они могли себя защищать, и они за родину свою погибают там, знаешь, молодые ребята, там, добровольцы, воины, которые дрались вот в 90-х, сейчас они дерутся, вот и да, последний они будут здесь драться за свой я один вошел, солдаты не могут себя защищать, а их убивают. Вот это геноцид. У нас нет ничего, чтобы нас не могли себя защищать. Но мы защищаем свой дом собственной жизнью. У нас нет ничего, чтобы мы могли себя защищать. Мы просто там, знаете... Можно сказать, где мы находимся сейчас? Именно. Где мы находимся сейчас? Мы сейчас находимся в городе Мартуни. Вот здесь, поблизости. Вот находится в Карвине. Это поблизости, как говорится, это как будто улица. Ближести в Мартуни. Вот здесь через 100
метров. Здесь шли бои. Вот напротив, вот из окна видно там. Я вам показывал там видео. Все там шли бои. С 3 ноября уже в городе до последнего дня войны, когда была уже перемирие, здесь в Мартуни, даже после перемирия, до 6 часов, после перемирия 6 часов, здесь тоже шли жесткие бои. Знаете, здесь просто остались те солдаты по малости. Они уже не могут выдержать второй, третий залп. Просто не станет физической силы, не будет здесь, понимаете? А когда они взяли вот здесь в город Шушу, мы полностью были окруженными. Знаете, мы здесь останемся, а здесь умрем за свой дом. Но нам нужно, чтобы сохранилась наша история. Древний народ. Понимаете, мы не хотим никого зла, не хотим. Но даже если сейчас придется, мы встанем и умрем за наш народ. Я знаю, мы не проиграем до сих пор. Проиграл тот на этой войне, кто бежал. Знаешь, кто собственную жизнь ценил больше своих родных и за свою родину. Он больше ценил свою жизнь и бегал. Эти не войны. Понимаете? Здесь остались почти те люди, которые, не вздумая, они будут умирать. Будут умирать за свою родину. Нас стало мало. Стало очень мало. Но мало, они все сильные ребята здесь остались, которые до последнего будут драться. Таких людей невозможно убивать. Если мы духом не умираем, мы всегда можем умирать, но дух наш вечно будет здесь жить, как наших предков. Здесь много героев было, здесь геройская земля. Мы воспитаны были такими. Я хорошо знаю свою историю, я верю в свою веру. Для меня нет расизма. Я всех людей мира люблю. Понимаете? Я мир хочу. Я так люблю этот мир, что за этот мир, чтобы был мир, я готов свою жизнь отдать. Если бы я знал, что сейчас заберут мою жизнь и больше не будет войны, я готов свою жизнь отдать. Не то, что я не люблю, не ценю свою жизнь, а потому что если надо будет, чтобы один человек отдал свою жизнь, чтобы было всему миру мирно, я готов свою жизнь отдать. Понимаете, я готов. По каким интересам? Вы видите все дома сбитые. Знаете, армянская сторона. Вот я утром просыпаюсь, мне мама говорит, война начиналась. Моя сестра там спит, мои соседи там дети, все они дома спят. Нашим первым делом была эвакуация людей. Их бомбоубежище там, подвалы, чтобы более-менее было, знаете, страхованные люди. Но я видел бомбы, которые даже подвалы их не спасут. Но благодаря нашему президенту Арайку Арутюняну, люди в один день все были эвакуированы и были в безопасных местах. Здесь остались только войны, чтобы сражаться. Не только войны, здесь и были люди, которые бежали они. Но в основном здесь остались люди, которые готовы за свою родину умирать. И так, я знаю, так должен думать каждый человек, который любит свою семью. Я не говорю каждый армянин, потому что каждый армянин и так должен умирать за свою землю. Потому что эти земли, знаешь, как мои предки здесь умирали за меня, чтобы я здесь жил мирно. Понимаете, они кровь пролили здесь, чтобы я жил мирно. И сейчас мой очередь. Понимаете, у меня был даже, знаете, момент, когда я чувствовал себя, знаешь, как я могу мстить их за весь труда на моего народа. Потому что я и в школе, я где всего учился, я и геноциду моему, знаете, мой народ много страдал. И никогда не будет, знаете, так хорошо. Мне всегда в душе будет больно. Знаете, наша душа всегда болит. Вот. Можно представиться себя? Можно представиться себя? Can you please introduce yourself? Рубен Абрахамян родился в 1996 году, 10 мая в городе Мартуни. Живу здесь, работал здесь, занимался здесь, всю жизнь я жил здесь.
я родился в такой семье, который знал много потерь. Сам мой отец воевал и на этом войне был с нами. Знаете, вот как говорить, это наш клан Абрамянов, про мою семью, про моих родных. Я должен, как и все остальные моих предков, я должен, как и все остальные, мой долг полностью отдать своей родине. И одно, то, что мы все солдаты, мне хотелось только, чтобы представиться по одной сфере, по какой мере мы работаем и воюем. Нас воспитали так, чтобы никогда не убивать детей, ни женщин. Наша война только с солдатами, так должен драться воин. Даже никогда не изуродовай убитого солдата тела. Пусть он идет к своей маме. Каждый воин заслуживает. Каждый воин, каждый солдат, кем ты не был, ты заслуживаешь последний раз, чтобы твоя мама видела тебя. Они упаковали их в землю, чтобы видела и прощался с тобой. Знаете, у всех есть матери. Война никому не нужна. Война никому не нужна. Если ты думаешь, что ты сильнее нас, то думай, что мы думаем, что сильнее вас. Это не преграда, чтобы нас победить. Так невозможно. Вы здесь превратили ад, и что думаете, вы здесь герои? В аду нет героев. Герой тот, кто в своих домах умирает и свой дом никого не пропускает. Вот вы сами видите, вы к нам в гости приехали. Я должен своей собственной жизнью обеспечить вашу безопасность и сохранить вашу жизнь. Понимаете, я должен вас принимать так, как моих братьев. Поэтому, говорю, для нас нет нацизма. Мне бы хотелось, чтобы все здесь приехали в гости не с оружием, а приехали, мы здесь кушали, отдыхали, в хороших местах побывали. Понимаете? Если они с оружием придут, и в этих хороших местах будут умирать. Не то, что мы не будем умирать. Это наши земли. Даже когда наши трупы домой не дойдут, я буду в своей земле. Мой кровь будет течет там, понимаешь? Эта земля становится еще сильнее. Я буду своими предками, я буду идти к ним. Я буду здесь навсегда. Это мой Нагорный Карабах. Арцах мой дом родной. У меня нет другого места, чтобы я мог жить. И, как я понимаю, вы старший здесь, да? Как я понимаю, вы старший здесь, да? Нет, я не старший, я простой солдат. Старший нашей группы отец, его друзья здесь, которых сейчас нет. И в нашей группе много раненых, убитых ребят. Ну, по крайней мере, только я здесь нахожусь. И никакого здесь разницы нету. Здесь почти всегда было равенство. Даже при командовании, в командире и солдаты здесь было равенство. Мы, те люди, здесь в нашей группе служили, те люди, бывшие спецназовцы, ребята, которые служили в 90-х. И они не раз познали, что такое смерть. И они не раз обманывали смерть. Здесь здесь мы молодые ребята, которые тоже добровольно, когда-то мы тоже служили в спецотрядах. Есть некоторые информации, которые засекречены, я не могу про это вам говорить. Есть много даже операций хороших, которые было сделано для народа. Не самим мной, самим их ребят, их группами. Знаете, здесь были такие парни, я вам говорю. Вот азербайджанская диверсионная группа со своими техниками атаковала. Вот они приехали атаковать. Эти ребята стали с окопа. И не то, что их для них удобно с окопа стрелять. Они пошли, они были ограничены, что прямо на них они стреляли. И на них не то, что скрывались, а прямо пошли на них. Вот такого они не видели, поэтому здесь отступали. Здесь много солдат было азербайджанских, которых бегали. И наших было бегали. Я всегда за правду. Я буду говорить о идеальных сделанных делах азербайджанских войсках, которые они могли работать как по принципу военных, как ты военный человек, как это ты оцениваешь. У них была работа, которая была сделана идеально. Но было много работы, которые не было не идеально, они не могли работать так, как четко. Но у нас здесь
знаете, была проблема с воздухом, со связью, была проблема с командованием. Много таких проблем у нас было. Знаете, мы солдаты, мы должны выполнять приказ. Только в том случае, когда ты остался в бою один, тогда ты можешь сам за себя свою жизнь решать. Тебе воевать в удобную позицию пошли. Ну, знаете, у нас всегда было так, даже раненые, они вставали и до последнего дрались. Понимаете, если у него не оторвана рука, нога, знаете, они снова стояли или лечились, они снова приехали здесь. Вот в 3 ноября наша первая группа вот, приехала в этой поблизости их встречать. Наша вторая группа при выходе нас стреляли градом. Ну, были и погибшие, ребята раненые, которые не могут больше в строй прийти. И там, ну, какое-то у меня было ранение не так уж серьезно. 2 сквозных в ногу. И так немного осколок. Это несерьезно, смотря на этих ребят. Смотря на этих ребят. Ну, по большому счету, даже вот даже в этих условиях, когда все были ранены, оглушены, ну, все, кто могли из этих ребят, те раненым помогали, и потом они в бой шли. Даже эти раненые через 2-3 дня, когда все нам было нормально, мы снова приехали здесь, понимаете? У нас покой только здесь. У нас только здесь. Ну, мне что еще добавить? Я видел здесь такие вещи, о которых даже я не хочу сказать, чтобы люди это, знаете, немного почувствовали. Это очень страшно. Это очень страшно. Я вот вам говорю, здесь кто погибли, наши братья, они не погибли. Здесь мы погибаем без них. С этим, знаешь, болью. Мы давно погибали здесь, с этой болью. Мы, знаешь, как человек, ты больше не живешь. У тебя чувства потерялись здесь. Понимаешь, ты видел всего плохого, что мог человек сделать. Понимаешь, здесь не были люди. Мы все здесь были, знаешь, зверями. Это инстинкт животного человека, в который работает. И 2 месяца ты живешь в этом инстинкте. Если ты не будешь сильным человеком, тебе может и не... знаешь, выйти из этой ситуации, снова стать человеком. Вот, знаешь, не надо создать оружие, не будет террористов, не будут убивать. Не надо создать ничего, чтобы мог взять человеческую жизнь. Понимаете? Не надо нам этого. Вас группа, вас как армянские армии, Арцак армии? Мы добровольцы. Мы те ребята, здесь в 90-х была группа спецназ, понимаете? Мы обновили эту группу, мы обновили и снова мы были в этом группе. Мы не, мы не в окопах там стояли, у нас было конкретное задание, понимаете? Мы были как спецотряд добровольцев. Парней, которые раньше служили, мы все раньше там служили, мы знали свое дело. Но там были парни поопытнее нас. Они, знаешь, в 90 сколько лет они видели эту войну. Среди них вот есть парни, у которых нет ног, нет глаз. Они были ранены в разные страны. Для них это не преграда. Они приехали и свой долг отдавали. И хорошо они отдавали. Благодаря таких парней мы сдержали эту высоту. Благодаря этих старых воинов, я благодарю им, благодаря этих старых воинов, которые приехали и стояли там с пацанами, они бегали как остальные, чтобы пацаны тоже бегали. Эти пацаны тоже становились воинами, они видели, как воины дерутся. Им было стыдно бегать, 100 людей оставлять. Вот такие тоже ребята здесь были. Но, к сожалению, это очень малая часть нашего народа. Люди забывают про свою веру, про свои традиции, понимаете? Я никогда не имел претензий других, знаете, ну, я христианин, я никогда не говорю это. Вот почему он мусульманин? Я всегда уважаю всех и их веры. Я уважаю каждую веру, каждый человек, свободный человек. Он может сам принимать, он мусульманин, христианин или буддаист. Все, что это было, что все надо уважать. Каждый человек имеет право. Но
Мы все знаем, что наша вера дана для того, и в каждой вере говорит, что не надо убивать человека. Не надо убивать человека. Но люди, они, знаете, и каждый хочет источник из веры превращать свою веру. И как там маджахеды, я не знаю, никого не против, но те террористы, которые они и в Европе, и здесь, и почти везде, они людей убивают. Они, знаете, они больнее человека, они от этого получают кайф. А мы те люди, которые их убивая, мы даже их убивая, знаете, каждого человека убивая, слезы там идут. Чья-то мать остался без сына. Чья-то дитя остался без отца. Понимаете, это горько. Все-таки это людская жизнь, которая здесь не стоит ни гроша. Ասերեմ թող քաշի այդ մեկ խոսքը ասա ինչ որ է։ Пусть у нас, знаешь, стала традиция. Անունով Для нас первый тост, сейчас мы всегда говорим за тех парней, которых нет с нами. Пусть Господь их принимет себе, и они найдут свой покой там, в раю. Пусть каждый солдат, который здесь погиб, здесь, он там не мучится, он найдет свой покой в раю. За тех пацанов, которых нет с нами. Для нас, знаешь, это как долг. Мы всегда должны это поддерживать. И когда мы ем, и в тост, и на войне. Мы всегда должны их знать, помнить, любить. Вечная память всем погибшим. Мне хотелось еще поблагодарить тех армян, которые живут за границей. Я много таких видел армян. Я видел много таких ребят, которые приехали из разных сторон мира, из Ливана, из России, из Америки, из Франции, из Абхазии. Извиняюсь за те имена стран, которых я не могу дать, из которых пришли все наши братья. Но и для них это не главное. Для них главное, чтобы быть здесь, в своих землях. У нас были такие воины, которые находились за границей страны, и они приехали здесь. Да. И они оставались в своих странах. Спасибо. Здесь были такие парни. И в наших историях никогда не было такого, что они не приходили. И они всегда приходили к нам на помощь. Но понимаете, с годами, не знаю, это цивилизация или что поменяла на людей. Воинов стало мало. Войны стало много уже. Как вы думал, будет дальше? Война будет еще или нет? Я всегда готов к войне, понимаете? У них был шанс не воевать. Я здесь жил 18 лет, я не видел войну. Свои 12 я служил, и тогда была 4-дневная война. Мне сейчас 24, и снова я вижу войну. Кто не был на моем месте, если ты не покидаешь свою страну, здесь живешь, и здесь такая ситуация, ты должен всегда быть готов на войне. Понимаете, у нас уже доверие кончилось. Всем. Доверие кончилось. Ну, знаете, люди без надежды, они только на одно надеются, на себя. У них нет другой надежды. И наш народ так был. Мы на себя надеялись. И у нас не было никакого помощи до этого, когда русские приехали, миротворцы, и война прекратилась. И был мирный договор подписан. Ну, понимаете, если там стоял только мой собственный жизнь, я бы никогда не подписал этот договор. Понимаете, я лучше здесь умер. На куски бы здесь сделал. И пусть ни одно мое родное не скорбит поэтому. Я остался в Азии, я счастлив остался здесь. Но знаете, здесь было уже другое. Здесь не только моя жизнь. Здесь была уже жизнь, знаешь, тысячи людей, которые остались здесь. И я не праве обсуждать, было правильно там подписать, неправильно. Правильно было воевать, грамотно воевать, чтобы такого не допускать. Грамотно было, чтобы было готовым быть на войне, а не на войне готовиться.
На войне времени мало бывает. И война ошибок не прощает. Здесь ты жизнью отвечаешь за свои ошибки. Можно сказать, сегодня, где мы будем сделать, что мы будем делать сегодня? Мы сегодня я хотел бы, чтобы на 1 час или несколько минут вы жили жизнью тех солдат, которые здесь стояли, и вы представили, что здесь, чтобы вы чувствительно это понимали. Сколько бы я бы не рассказал, человек должен сам это чувствовать на своей шкуре, чтобы это понял. Понимаете, это так, это природный инстинкт. Ты должен сам это чувствовать, чтобы полностью понять, 100%. По рассказам ты не так уж поймешь. Ты должен это видеть. Ну, мне очень будет рад, что вы не будете видеть те жесткие вещи, те жуткие моменты, которые я видел, но вы будете более-менее знать, как живет здесь солдат, и как сурово им, и в каких суровых они готовы защищать свою маму, папу, свою родину. Знаешь, первая мама наша родина, если родины не было, то моей матери здесь не было, и она бы меня не родила. Понимаете, о чем я? Моя родина это мама. Мама знает, что я люблю родину больше всех. Моя мама знает. Я не националист, Понимаете, я просто здесь живу. Человек, где живет, должен любить свой дом. Если я не любил свой дом, я вас тоже не мог бы любить. Это станет привычкой. Я вас всех люблю. Меня так воспитали. И родину свою люблю. Вот, понимаете, вы приехали, хорошие люди. Вы приехали к нам в гости. Мне даже не хочется вас отпускать. Я могу вас, вот сколько хотите у меня дома остаться. Я как могу вам помогу, позабочусь. Понимаете, как? Надо правильно сюда приходить. Это Нагорный Карабах. Здесь людская жизнь ничего не стоит, ни гроша. Они боялись. Okay. Yeah, go ahead. Јас кажам да верам далу, има водки. Еси, сим карта. Сим карта, Алиеви. Օֆիցերների համարից մեկատնա, գարաս օգտվես սա համարներից, գարաս խոսաս, գարաս ասես ինչ որ ուզես։ Кстати, то Карис давал Мне даже не нужно с ними общаться, понимаешь? Они не те люди, как я думаю. Мне приятно с вами общаться, потому что у нас есть общее много интересов про мир. И мы должны вместе собираться и это мне делать. Неважно, в какой сфере ты работаешь. Ты в своем канале работаешь, в YouTube. Главное, все сделать для этого, чтобы было мирно, чтобы люди знали, что здесь. Я больше ценю работу журналистов, ютуберов, каналов, все новостей, которые здесь говорят правду. Я это ценю. Они нам очень много помогают. И этот тост я пью за вас, за всех, за нас. Cheers. 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 Такой же Похвастать? чип принес мой сын. going to change Врешь, your government. принес из Мурова. Когда эти боевики пришли, они всех сжалили. И чип, такой же чип мой сын взял и показал мне. Телефон. Жаль, что сейчас он не здесь, чтобы я вам доказал, как мы воюем. Они пришли первые, когда бомба упала в Степанакерте, они пришли первым в Муровский гараж, чтобы взять. Мой сын там был, ааратский сын. Сын Аарата был там и уничтожил со своими... Моего брата сын тоже там был. Уничтожили всех этих маджахедов, турки или смертники, кому платят за жизнь человека. Убивали всех, жарили. Жаль, что мой сын сейчас здесь нету, чтобы я показал это в ваших телефонах, что мой сын делал. Вот мы такие люди.
Мы настоящие армяне, а они кто? Их даже нации нету, даже буквы нету. Их воровали от русского, от татарского языка. Все эти буквы украли. А они не могут воевать. Мы их убьем до конца. Пока я буду жив, я пойду до последнего. Пусть, как я, все так и поступают. Это наша коренная земля. Все, больше ничего не могу. Это наши. И до конца, пока до последнего человека буду воевать я. Я сам лично буду воевать до конца. Да? Да, вот эти ходжаванцы меня знают. Я что им делал? Вы воевать? Да, конечно, уже третий раз я воюю. В 88-м, 90-м годах, 16-м году и 20-м году я воюю. Конечно, а что буду делать? Это наш исторический. Вы есть оружие? Есть оружие? Сейчас у меня нет оружия. У меня нет оружия. Я и так пойду. Когда что-нибудь, и так пойду. Оружие. Конечно, оружие было. Вот так. Это никто не простит. Даже Бог не простит. Да, это вот приема, как с воздуха напали на армян. Это последний геноцидский вариант. Мы их накажем, сукиным сыновьям. Накажем, хоть бы кто бы не поступал за них, за азербайджанский народ, за турецкий народ. Мы накажем их. Это видно будет. Бог видел все. Кто бы закрыл глаз, какой бы нация не закрыл бы глаз, Бог все видел. Как они трусливо избежали сукины сыновья, оставляя их остатки, суки. And that was a very emotional time. And now we're going to be heading up to the positions on the top of the mountains here and finding out what the situation is there. So please like this video, subscribe, and share it across all social media.